Зашел, говорит, отец, я иду на митинг, может, буду выступать. Что делать? Как меня поступить? Я говорю, поступи по совести. Ну, народ его достоинство поддерживает, что бы с тобой не было. Мы должны выслушать мнение каждого депутата муниципальных образований, каждого. Я хотел бы подчеркнуть, чтобы мы с вами все понимали, какие силы нам противостоят и на что эти силы готовы пойти, чтобы добиться своего. Мотовников вчера нам заявил, какой народ, такие бояре. Это выражение мы запомним, и мы должны ему сейчас доказать, какой мы народ. И какие у нас будут скоро депутаты. И об этом узнает и глава республики, Чеченской республики, об этом узнает и федеральная власть. У нас будут нормальные депутаты, которые будут готовы отдать свою жизнь за свой народ. В 6 часов утра ворвались через забор, не успели даже двери открыть. Как раз мы молились утром, а я вижу, они прыгают через забор. Я выбежала, и он выбежал. Мама говорит, это приехали, говорит, меня задержать, не бойся. Я спрашиваю, в чем дело, в чем, какая вина? Ничего не говорят. До 12 часов они нас держали так. А его сразу забрали, Бараха сразу забрали на черном джипе. Он зашел, попрощался с нами. Иди, говорю, ты вернешься, Аллах нам поможет. Вся улица вышла, все люди стояли, их тоже не запускали во двор. И не выпускали, и не запускали никого. Увезли его, и все, с тех пор мы его не видели. Уже сколько, 8 месяцев. Телефоны забрали, всю технику забрали из дома. Везде обыск сделали, все бумажки, вот такие бумажки тоже забрали с собой. Когда нас выселяли, мне было 5 лет. Там только 4 класса было. И пешком надо было идти, чтобы дальше учиться, 7-летку закончить. На работу устроилась дояркой. 14 лет мне было. 20 коров я доела. Всю ночь я не спала. Руки болели. Какой у меня силы было. Потом выросла, приехала, лет 18 мне было. Приехали, и Грозный замуж. И 10 лет детей не было у нас. Вот тут первый появился Барах. С малых лет, честный он. Барах, когда был маленький, спокойный, рассудительный, лишнего ничего не было. Он с армии приехал, отец говорит, давай, говорит, шофером мы тебе устроим. Я говорю, нет. Ты, я говорю, неграмотный, я неграмотный. Еще хочешь его шофером устроить? Нет, я говорю, я свою зарплату буду отсылать, пускай едет учиться. И он уехал в Питер учиться. Потом я ему зарплату, месяца 2-3, наверное, послал. Больше
Он мне, мама, говорит, звонит, говорит, не надо, говорит, мне, не присылай, говорит, больше денег. Я, говорит, устроилась на работу. Ночью, говорит, работаю, а днем учусь. Ну, всю жизнь я работал шофером, слесарем, черный рабочий, короче говоря. Учиться возможности не было. Барах я всю жизнь думал, чтобы он учился, чтобы он был человеком, сын своего народа и родины, чтобы человеком был настоящим. Вот что мечта была. 20 лет его дома не было. Жил в Питере. Потом дочки замуж вышли все, мы одни остались, старики. Он приехал домой, чтобы ухаживать за нами. Старший внук инвалид, отец инвалид. Вот. Он для себя не просил ничего. Тот, кто думает, что они выступали несправедливо, это неправда. Они выступали за народное дело. И за это пострадали. Это уже незаконно. Это против закона, против народа. Дик Бог Бог. Кезиге. Камон я халляца. Мохам девал миш багапыштикч. Они все хотели хороший, по-хорошему. А вот получился так. Ради народа надо жить и трудиться, и даже и жизнь отдавать. На митинг все должны были, обязаны были. Все время нас унижали, все время. Да мы же маленький народ. Но все равно делаем хантвен дохлад, дер хант. Дел он хантвен кегина, что помот, что мы знаем. Дек кегина хантвен. Товарищи Бараха, отличные ребята, да, по фамилии, по имени, по всех не знаю, потому что их много. Но знаю, что много поддерживает. И за это им спасибо. И петербургские люди, всех национальностей, которые поддерживали, это действительно демократы. Я верю, что справедливости добьемся и будет справедливо. Это не может быть несправедливость. Неправда, это не должна далеко идти. Все перенесем. Еще тяжелее все переносили. Это тоже перенесем. Выдержим. Если будем поодиночке действовать, то далеко не пойдем. Объединиться и всем, если будем выступать, мы можем добиться хороших результатов. Бороться будем, держаться будем друг за друга. Так что всем надо терпение и ожидать хорошее. Только хорошее ожидать. Ну, тяжело, очень тяжело.